Итак, с учетом планирования и в качестве глобальных слоев аннотаций, нам нужно на самом деле смоделировать письменные извинения и найти точное количество лиц для конечного результата. Но как и в случае с любой другой задачей или рабочим процессом, хорошо продвигаться к ней постепенно, чтобы быть уверенным, что все получается правильно и последовательно. Так, давай спрячем некоторые предметы, которые нам не понадобятся для богатого процесса извинения. Ресницы просто немного мешают, как и брови, и мы уже прокомментировали форму. Так что давай пока просто спрячем их. Я уже создал простой объект с настройками из предыдущего видео, так что я не буду повторяться. Рот или глаза, как правило, хорошее место для начала. Так, давай поместим первую четверку на верхнюю губу. Не забудь включить привязку лица. Итак, существует много разных рабочих процессов и методов для моделирования одного и того же случая для антропологии. Итак, вот три основных рабочих процесса, чтобы добавить больше геометрии. Я хочу упомянуть классический способ сделать это – выдавливать края. Рекламируется индивидуально, и как только нужно заполнить патчи, вы выдавливаете больше компонентов и заполняете грани, выбирая все 4 стиха или края. Проблема в том, что этот рабочий процесс довольно медленный и требует огромного количества нажатий. С годами в Blender появились новые методы, которые стали более доступными, особенно для некоторых заслуживающих внимания взрослых, таких как Rita Flow. Но для этого курса мы ограничены тем, что доступно бесплатно или в Blender по умолчанию. Значит, еще один способ сделать это с помощью буквы F, чтобы добавить еще. Некоторые функции дополнения уже интегрированы по умолчанию, но вы можете найти Adult в настройках и включить его прямо там. Просто не забудь зайти в настройки дополнения и отключить автограф, который большую часть времени просто вводит больше ненужных кликов. Ты тоже можешь оставить его включенным, если тебе больше нравится такое поведение. Но я обычно просто выключаю его, включив эту рекламу. Ты можешь выбрать угловую вершину и нажать F. Для создания нового квадрата в направлении, на которое указывает ваш курсор, будет автоматически выбрана новая угловая вершина. Так что ты можешь немедленно начать двигать или настраивать его отсюда. Ты можешь щелкнуть по каждому углу и продолжать добавлять новые лица, пока патч не будет заполнен. Если не хватает целого выражения лица, ты также можешь выбрать два слова и нажать F, чтобы создать преимущество, а затем продолжай нажимать F. И это заполнит больше приседаний в направлении вашего курсора. Ты также можешь включить инструмент настройки, чтобы дополнительно настраивать и перетаскивать отдельные элементы для быстрого перемещения и создания новой геометрии по ходу движения. Но начиная с Blender 2.81 появилась еще одна версия, которая является плохо сконструированным инструментом. Это многофункциональный инструмент для создания. Перемести и удали геометрию для антропологии. Так что если ты наведешь курсор на край, он будет выделен, и ты можешь просто щелкнуть и перетащить, чтобы выдавить его. Делая то же самое со стихами, вы будете перемещать их точно так же, как если бы у вас был включен инструмент настройки, удерживая управление. Вы сможете рисовать новые лица. Либо по одному треугольнику за раз, либо из угловой точки, как в случае с буквой F, чтобы добавить еще. А затем удержание Shift приведет к удалению лиц или растворению по сравнению с созданием и оружием. Пока я буду продолжать использовать инструмент Политбюро. Но в качестве совета прямо сейчас, если вы хотите получить максимальную отдачу от инструментов, я действительно могу порекомендовать использовать клавишу выбора правой кнопкой мыши или клавишу, совместимую с промышленностью. Карта выбор левой кнопкой мыши по умолчанию не очень эффективен с некоторыми инструментами, такими как плохо сконструированный нож или вырезание петли, поскольку щелчок левой кнопкой мыши настолько часто используется, что выбор объектов становится невозможным при выборе правой кнопкой мыши. Ты можешь использовать всю функциональность плохо построенного инструмента с помощью щелчка левой кнопкой мыши, но при этом иметь возможность выбирать элементы правой кнопкой мыши и моделировать их обычным образом с помощью ярлыков, даже не переключая инструмент. Итак, чтобы начать, нам нужно знать общие ориентиры краевого потока и области сочленения. Это даст нам информацию. Нам нужно получить базовую топологию лица. Итак, глядя на рот, у нас уже есть центральная петля для артикуляции, и мы можем просто переместить и вытянуть остальные, чтобы удерживать уголок рта. Нам нужен дополнительный цикл на сайте. Затем повтори то же самое вокруг нижней губы, чтобы убедиться, что количество петель такое же, как указано выше.
Но, конечно, нам также нужны петли-ручки, чтобы обеспечить более точную деформацию. Итак, с каждой стороны средней и конечной петель мы делаем еще одну петлю. После этого мы можем продолжить корректировать расположение стихов, но это еще не обязательно должно быть идеально. Это просто для того, чтобы получить правильное общее количество и структуру циклов. Я просто добавлю наложение аннотаций в мои быстрые избранные, чтобы время от времени включать и выключать их. Теперь нужно убедиться, что количество петель в верхней и нижней части рта всегда одинаковое. Мне нравится сливать ротовое отверстие. Сейчас ты можешь сделать это, соединяя кромочные петли или используя букву F. Две функции: просто оставь пока маленькую дырочку в уголке рта и добавь новую петлю в центре губернии. Если бы угол был заполнен, то это неправильно перенаправило бы петли, если бы нюанс был вырезан, так как это бриллиант. Так что теперь, когда вы добавляете петлю с одной стороны, она останется симметричной, но за исключением открытого угла. Просто не забудьте вырезать еще одну петлю с другой стороны угла, если вы когда-нибудь добавите ее. Итак, теперь у нас есть первая основная часть контура и артикуляции. Давайте продублируем лицо и продолжим создавать петлю вокруг подбородка, линии смеха и носа. Ты также можешь использовать инструмент выдавливания курсора или просто щелкнуть левой кнопкой мыши там, где ты хочешь его исключить. Ты можешь найти его на панели инструментов, вложенной в дополнительный инструмент. С этого момента ты можешь изменить расположение слов и вырезать дополнительные петли, чтобы количество петель соответствовало количеству петель у рта. Мы пока не будем соединять эти области, но хорошо иметь в виду количество циклов. Количество петель на рту является более идеальным, так как это область артикуляции. Не пытайтесь без необходимости добавлять больше петель на рот. Я также собираюсь немного изменить расположение на переносице, чтобы сделать поворот менее резким. Большая часть процесса Rich Apology заключается в настройке геометрии, но я расскажу о методах упрощения этого процесса позже, когда у нас будет гораздо больше геометрии для работы. Если мы снова включим аннотации, мы увидим, что вокруг самого носа также есть петли. Значит, мы должны добавить это в этот цикл. Мы уже соединили последнюю петлю линии, так как сначала они уже так близко друг к другу, они в значительной степени выровнены одинаково. Но на крыльях носа мы хотим, чтобы они отделились от последней линии. Вместо этого сделай петлю и обведи вокруг носа. Так что давай отодвинем край от другой петли и продолжим ее оттуда. Этот сдвиг направления, конечно, создаст полюс прямо там в моих аннотациях. Я разместил это немного по-другому, но тебе не нужно следовать аннотациям на 100%. Тогда продолжай выдавливание и закрой петлю, как я упоминал в предыдущем уроке. Я могу порекомендовать не размещать опросы непосредственно на складке или твердом краю. Так что возьми эту петлю, слегка подтолкни ее к щеке и надень следующую петлю на складку. Таким образом, деформация будет менее растянутой и заметной при последующем разделении. Последняя крупная петля, которая нам нужна, это петля вокруг глазницы. Так что в основном повторите тот же процесс, что и с ртом и необходимыми петлями для артикуляции, дублируйте лицо и поместите его в качестве отправной точки. И на этот раз я просто сразу же размещу все необходимые петли для середины и ручки. Поговори с наложением аннотаций, если они блокируют вид. Еще раз добавь к опорным петлям, чтобы удерживать уголок глаза, затем повтори то же самое на верхнем веке, чтобы убедиться, что оно симметрично нижнему. Но теперь, несмотря на то, что у нас одинаковое количество петель на верхнем и нижнем веке, верхние петли более растянуты. Давай сначала заделаем отверстие, чтобы убедиться, что обе стороны пока остаются симметричными. Теперь, чтобы поддержать форму верхних петель,
мы можем вырезать еще пару петель и подтолкнуть их в нужное положение. То же самое с другой стороны, и у нас есть симметричная топология как по вертикали, так и по горизонтали, и с оптимальным минимальным количеством петель для сочленения. С этого момента давай расширим круглую повязку на глазнице до брови. Выбери внешний контур и увеличь его масштаб. Затем выдели края и попробуй сопоставить их с другой аннотированной петлей, которая по сути является краем глазницы. С этим у нас есть все необходимое для обтекания края и артикуляции, но мы можем вытянуть часть верхней петли, чтобы учесть и бровь. Затем это можно изменить, чтобы оно соответствовало форме ориентира. Предварительно аннотированный, глядя на линии аннотаций для артикуляции, мы можем добавить еще несколько петель и квадроциклов, чтобы они тоже подходили. Это нормально, если шарнирные петли глаза и брови не идеально выровнены, их можно компенсировать одной или двумя петлями в следующем видео. Все дело в том, чтобы соединить эти петли, чтобы создать все основные участки лица. Прочитай извинения.